Всем привет, друзья! Это снова я, Марина, и это мое четвертое заключительное видео из серии «Как я за один месяц успела пожить в 3 разных странах Азии». В прошлом видео я вам рассказала о том, что в этой стране, в Малайзии, я оказалась по случайности. Я просто не знала, как мне еще добираться домой из Вьетнама. Информации о Малайзии у меня было абсолютно ноль. Перед вылетом мы с сестрой всего лишь успели загуглить, как выглядит типичный портрет малазийца, и все. Для въезда в страну нужно было заполнить миграционную карту за 72 часа до вылета. Это делается самостоятельно и бесплатно. В миграционную карту нужно было вносить еще и адрес отеля. Я нашла на букинге отель, у которого бесплатная отмена брони, и забронировала его. Но тут был один нюанс. Я должна была прилететь в 16:30, а бесплатная отмена длилась всего до 18 часов вечера. Я переживала, что будут какие-либо задержки в пути, и я не успею и не смогу отменить бронь без интернета. Чтобы нигде не запороться, я поставила напоминание у себя в телефоне. И что вы думаете? Я стою в очереди в паспортный контроль, и мне приходит вот это напоминание. Я судорожно в спешке отменяю бронь, и только через 2 минуты мне приходит осознание, что это нужно было сделать только после того, как мне поставят штамп в загранпаспорт. Тем более, что время у меня позволяло. Это фиаско, братан! Кстати, я забыла уточнить, что уровень моего английского всего лишь А1. Я не изучала его ни в школе, ни в вузе. Все мои знания базируются примерно на одном полном году изучения. Где-то за 2-3 месяца до поездки я бросила обучение из-за нехватки времени на это. Поэтому в путешествии я, конечно же, ни хрена не вдупляла, что мне они там говорят на этом своем английском, еще и с их акцентом. Да я, если честно, сейчас его на слух абсолютно не воспринимаю. Так вот, на паспортном контроле сотрудница аэропорта, насколько я поняла, спросила, есть ли у меня здесь друзья. Я сказала, что нет, и тогда она попросила у меня обратный билет. Я ей его показала, и она стала задавать мне еще какие-то вопросы. Я достала переводчик, но она не стала читать то, что я ей говорю. И поставила мне штамп не на 30 дней, а всего лишь на 2 недели. Про отель, кстати, она ничего не спрашивала, поэтому я зря переживала. После получения штампа я забрала свой багаж и пошла искать, где мне можно обменять деньги, купить сим-карту и купить билет на автобус до Куала-Лумпура. Из денег у меня оставалось всего лишь 210 баксов. Одна из 100-долларовых купюр была 2006 года. Она считалась старой. В интернете я читала, что такие купюры сложно обменять по нормальному курсу. Я нашла какой-то обменник в аэропорту, и его сотрудник подтвердил, что купюра действительно является старой, и по нормальному курсу обменять я ее здесь не смогу. Я обменяла другую 100-долларовую купюру по курсу 4,2 рингит за 1 доллар. Курс на тот момент был 4,7 рингит за 1 доллар, то есть я поменяла не очень выгодно. А за старую купюру мне предлагали всего лишь 4 рингита за 1 доллар. Менять я не стала. eSIM не было, я купила обычную физическую SIM за 25 рингит, это примерно 500 рублей. Сим-карта действовала 15 дней, и, кажется, мне выдавалось 1,5 гигабайта и сколько-то минут на каждый день. Затем снова началась игра «Найди автобус». Я спустилась на 1-й этаж и купила билет на автобус. Время выезда было 7 часов, там, сколько-то минут. Автобус объявляла девушка в микрофон. Я подошла к ней, чтобы уточнить по моему рейсу. Она сказала ждать. Пока я сидела в ожидании, она успела объявить кучу автобусов с таким же названием рейсов, как и у меня. Я несколько раз подходила к ней, чтобы уточнить, мой ли это рейс. Последний раз она закатила глаза и повернулась ко мне спиной. Я была крайне возмущена таким отношением, и мне было очень грустно. Настало время отправления, но автобуса не было. Я подошла в кассу, там мне сказали, что автобус задерживается из-за погодных условий. А точнее, шел дождь. Тут я еще больше подохренела, потому что я еще даже не придумала, где мне сегодня ночевать. Автобус подошел примерно через 20 минут. Когда мы выехали, было уже темно. Первая остановка была КЛ-2, это 2-й терминал аэропорта. Ко мне подошел водитель и попросил убрать рюкзак в багажное отделение. Пока я этим занималась, на мое место села какая-то индийская женщина. Я пыталась ей объяснить, что это мое место, но ей было все равно. Потом какой-то парень сказал мне, что здесь нет соблюдения посадки по местам.
садись куда хочешь. Я поднапряглась, конечно, от такого сервиса, но мне ничего не оставалось, как пойти в конец автобуса на последнее оставшееся свободное место. По дороге у меня началась истерика. Я находилась посреди большой воды на каком-то полуострове, о котором ничего не знаю, примерно в 10 тысячах километров от своего дома. Я попросила сестру найти мне какой-нибудь хостел рядом с конечной остановкой автобуса. Телефон разряжался, мне было очень страшно, и большую часть дороги я плакала. Чувствовала себя каким-то брошенным котенком, потому что о моем местоположении знала только моя сестра. Мы приехали на конечную остановку, которая называется КЛ Централ. Я очень долго ждала, чтобы выйти из автобуса из-за очереди. Когда я пошла забирать свой багаж, я увидела, что кто-то, пытаясь достать свой, просто взял и бросил мой рюкзак на асфальт. Никто его, конечно же, обратно не поднял, и он продолжал валяться на земле. Я была в шоке от такого отношения. Подняв свой рюкзак, я пыталась найти хостел, который мне скинула сестра. Он был рядом буквально в 50 минутах от КЛ Централ. Пока я шла, навстречу мне попадались одни индусы. Я не понимала, что происходит. Потом на мосту я увидела название района Литл Индия. Казалось бы, при чем тут Индия? Все индусы очень пристально на меня смотрели. Мне стало еще страшнее, и я ускорила шаг. Ребята, я в Малайзии. Остановилась в индийском районе. Хочу кушать, но я не буду тут у них уличную еду есть. Я видела эти рилсы, где они сначала жопу чешут рукой, а потом этой же рукой трогают твою еду. Короче, хожу в поисках рынка. Мне сказали, рынки все закрыты уже. Еда дорогая, капец, дороже намного, чем во Вьетнаме. В хостеле на ресепшене была довольно-таки дружелюбная атмосфера. Помимо меня заселялись еще несколько туристов. Один парень указал на мою вьетнамскую шляпу и тут же показал свою. Работник хостела был очень похож на типичный портрет малазийца. Я арендовала кровать на одни сутки за 31 рингит. Это 620 рублей. Мне сказали, если я переживаю за сохранность своих вещей, то я могу купить навесной замочек, а еще за 4 рингита. В Таиланде замок входил в стоимость аренды, а здесь нужно было докупать самой. Вот это сервис, подумала я. Но есть и один очень положительный момент во всех хостелах Малайзии. Там стоит кулер с водой, и тебе не нужно каждый раз ее покупать. Сначала я была одна в комнате, но чуть позже ко мне подселилась девушка из Сингапура. Она рассказала, что Сингапур это очень дорогая страна, и что сюда, в Малайзию, она прилетела на 2 дня, чтобы послужить в храме. Позже еще заселилась девушка из Бельгии. На следующий день я решила присмотреть другой хостел, потому что в этом мне условия не очень нравились. Это тесная комната без окон с шумным вентилятором, и тогда я думала, что это очень стрёмные условия за те деньги. Ребят, смотрите, вон там, короче, стирают, они, видимо, сушат вещи, а вон там моется голый мужчина. Я запланировала посетить 3 хостела на соседней станции метро, которая называется Пасар Сений. Надеюсь, что правильно произношу. Этот район назывался Чайнатаун. Днем на улице индусы поначалу также смотрели на меня каким-то сверлящим взглядом, но потом они начали еще и улыбаться, и в конце вообще оказались очень даже френдли. Смотря какой фабрик. Первый хостел мне совсем не понравился, там было очень много народу. Далее я зашла в хостел, который находится прямо на китайском рынке. По цене то же самое, но условия немного лучше. Затем я пошла в хостел подальше, там была большая очередь, поэтому мне пришлось подождать. Я приняла решение переехать в хостел на рынке. При заселении мне нужно было внести депозит 20 рингит, а также заплатить туристический налог в размере 10 рингит. На обратном пути я зашла в кафе, и оно оказалось вегетарианским. Зашла по пути от просмотра хостела в какую-то кафешку, спросила, есть ли вегетарианская еда. Она сказала, что у нас вся еда вегетарианская, вот взяла что-то на 8,5 рингитов. Короче, я обошла 3 хостела и поняла, что нет смысла искать дешевле нет. Нигде нет замков на шкафчиках, нужно покупать отдельно. И нигде нет ни полотенец, ничего, розетки, только вот в котором хостеле я сейчас живу нормально, остальные вот эти вот у них тройные, которые нужен переходник. Но есть способ, я нашла в интернете, как сделать, чтобы она работала для наших вилок. Короче, вот. Что-то еда холодная, блин. Ну, короче, вот. Поэтому я здесь... Ну, я посчитала, в принципе, если брать на долгосрок, то цена будет со скидкой примерно 600 рублей выходит за день.
ну, где-то примерно на неделю, на 7 ночей. В принципе, нормальная цена, приемлемая, можно жить. Единственное, то, что вот там, где я сейчас живу, там даже окна нет в комнате, поэтому отвратительно. Вот так здесь делают, чтобы оно ровно висело. Учитесь, ребята. В оставшуюся часть дня я решила посмотреть окрестности и зайти в храм. Смотрите, есть, короче, вот такие, а есть еще вот такие. Вот таких я еще не видела. И вот это тоже немножко другая форма, как я покупала в Таиланде. Я решила сходить на рынок, вот на этот маркет. С этой стороны продаются всякие шмотки, а с той стороны фрукты, овощи. Сейчас пойду на ту сторону. Вот такие вкусняхи предлагают попробовать. Это все с сахаром, разумеется. И вот есть такая коробочка микс. Это, короче, 10 ринггит стоит. Sorry, thank you. Пошла я, значит, в этот храм. По пути начался дождь сильный, я заблудилась. Шла, и начался прям сильный ливень, и какой-то дяденька просто позвал меня к себе и к своему дому и дал мне зонт. Я дошла сюда, вся промокла, все ноги мокрые, голова тоже. Ходила в храм, и сейчас дождь немножко утих, я надеюсь, что он сейчас еще стихнет. Я буду возвращаться. Надо еще найти дяденьку этому, отдать зонт. Рассказать вам еще одну грустную историю, как компания «Уральские авиалинии» кинула меня просто на 30 000. Короче, я купила билет из Куала-Лумпура в Иркутск с пересадками. Это были разные авиакомпании. И сегодня, значит, вчера я только прилетела в Куала-Лумпур, чуть не посидела, пока нашла, где мне остановиться и доехать до этого места. Как сегодня мне приходит письмо на почту, что рейс, который идет из Пекина в Иркутск, то есть у меня было с Куала-Лумпура в Пекин, из Пекина в Иркутск, и все так было состыковано, что у меня пересадка около 4 часов, то есть мне не нужно не оформлять ни визу, никакие вот эти документы, и значит переносится не со 2 мая поездку на 8 мая. В панике, не понимаю, что делать, как мне улететь, потому что у меня печать стоит до 7 мая. Это раз. Два, то, что в Пекине я не смогу пробыть 5 дней. Или сколько, 6 дней не смогу пробыть, потому что там нужна виза, и как бы там вообще ни интернет, ничего. У меня осталось всего $110. Я вообще не понимаю, что делать. Мне пришлось купить еще один билет и потратить еще 30 000. И как выяснилось, что билет с Куала-Лумпура до Пекина невозвратный, а второй билет с Пекина до Иркутска пока что неизвестно. В общей сложности из-за уральских авиалиний, которые абсолютно не заботятся о своих клиентах, мне пришлось докупить дополнительно 2 авиабилета. Стоимость каждого была примерно 30 000 рублей. Ничего компенсирующего они не предлагали, они даже не связывались со мной. Просто взяли и поставили перед фактом. При звонке на горячую линию оператор предложил мне вылететь на день раньше, чтобы я смогла улететь из Пекина на рейсе не 3, а 2 мая. Ну да, пошла я нахуй. А ничего, что у меня первый рейс только 3 мая. Короче, по приезде домой я написала им предсудебную претензию, чтобы они компенсировали мне стоимость вынужденно купленных мной билетов по их вине, также невозвратный билет до Пекина и моральную компенсацию.
Они вернули мне деньги только за один билет, который сами же отменили, и то с комиссией в 1000 рублей. Они меня послали, аргументируя тем, что якобы они приложили все усилия для моего комфорта из-за переноса рейса. Да. А вернуть билет – это уже мое личное решение. Да, безусловно, это было мое решение, но что я могла еще сделать? Итого мне вернулось 8500 рублей. В общем, ребят, если вы хороший юрист или у вас есть такие знакомые, и вы можете мне помочь, пожалуйста, свяжитесь со мной. Контакты я оставлю в описании к этому видео. Знаете, как я отдыхаю в отпуске? А никак. Во-первых, ночами ни хера не сплю. Во-вторых, целый день шатаюсь с сумкой наперевес, так что у меня спина отваливается с искривлениями своими. И хожу в день по 20-30 тысяч шагов. Я не жалуюсь, это просто рассказываю, короче, что вот бывает такой отдых. Вот такие дела штуки сладкие у индусов. Вот это как вот просто жареное тесто. Это какая-то железка, рожка. Остальное еще не пробовала. Ну, короче, такое можно у нас поесть, просто оно у нас цвета поджаренного хлеба. И там Малайзия сильно не отличается от еды во Вьетнаме или в Корее. Тоже вот в магазинах продаются вот эти всякие штуки. Готовые еда. Тоже вот рис, вот это вот вся фигня. Вот есть такая штука с покемоном, рис, что-то вот с кусочком сыра какой-то. Вот где вокзал, на который я приехала, КЛ Централ, есть торговый центр. Я сейчас с него ходила, там 6 или 7 этажей. Я спустилась на первый, посмотрела, где обменник, спросила, могу ли я поменять. И на второй поднялась. В принципе, тут больше делать нефиг. Тут еще вход в метро. Ну, в смысле, нефиг делать. В смысле, наверное, есть что делать. Просто мне как-то уже, я устала ходить по этим магазинам бесконечным. Я что вот прям хз, это натуральные волосы или... Нет, ну, по ощущениям, как будто бы натуральные. Вот это практически вся вегетарианская еда на районе, где я сейчас. По крайней мере, ничего особо не нашла. Вот еще лепешки вот такие есть. Какие-то интересные лепешки. Короче, переезжаю в Чайнатаун. Такой рюкзачина у меня огроменный. Я прошла всего 100 метров, у меня уже плечи отваливаются. Я в ахере, короче, он весит больше 10 килограмм. Еще и по жаре такой пилить. Господи, надеюсь, с заселением не будет проблем. Короче, забронировала без предоплаты отель, хостел. Но проблема в том, что он просил указать карту. Как вы знаете, наши карты здесь не работают. Блин, я надеюсь, что все будет хорошо. Пожив здесь пару дней, мне здесь даже более интересно, чем во Вьетнаме. В Вьетнаме мне, в принципе, стало скучно уже на второй день. Ну, там тоже интересно, но после Таиланда как будто бы почти ничего нового. Вот, а здесь я уже для себя примерно сделала вывод, что здесь живут индусы, азиаты, которые, ну, китайцы, видимо, как-то вот они похожи с китайцами, что-то с корейцами, скорее всего, с китайцами. И малийцы вроде они называются. Это что-то между индусами и китайцами. Вот. И они довольно-таки дружелюбные, особенно индусы. Они просто смотрят так странно, пристально, но в какой-то момент они начинают улыбаться, и ты улыбаешься им в ответ. Что китайцы, что индусы, они как бы открыты для помощи. Бывает, что они видят, я стою, туплю в телефоне, и они сами подходят и спрашивают, ну, могу ли я вам что-то помочь. Показывают, куда пройти. То есть
довольно-таки дружелюбные ребята. Мне здесь, в принципе, нравится все. Ну, кроме вопроса с жильем. Я все никак не могу добраться до центра, посмотреть достопримечательности, но я надеюсь, что я сейчас заселюсь в хостел и дальше уже буду думать, как провести свой досуг. Ребята, я уже второй раз здесь иду, и вот там просто из трубы льется вода. Вчера там мылся полностью голый мужчина, сейчас какой-то мужчина в трусах. Я не знаю, откуда эта вода, но, короче, они там моются. Так, я пришла на Chinese Market. На самом деле я иду в хостел следующий смотреть. В принципе, по ценам в целом 600 рублей где-то выходит за отель, за хостел, но, блин, нет стиралки, это проблема. Вот типа таких штанцов я купила в Вьетнаме себе за 230 рублей. В Малайзии они стоят 600. От 600 и выше. Это со скидкой еще 600. А вот такие прикольные, таких не видела. Ребята, я не знаю, что это такое, но выглядит прикольно. Какие-то орехи. Вот они там лежат. В общем, ребят, заселилась я в Чайна-таун. И там вот внизу, вон там рынок. Ой. Короче, рынок китайский. Еда, одежда, телефоны, часы, духи, все, что хотите, вам предложат. Вот там, короче, я живу на 3-м этаже в плацкарте. При заселении на ресепшене я познакомилась с русскоговорящей выселяющейся парой. Они рассказали мне, где рядом находится много обменников и что там я могу поменять свою старую долларовую купюру по нормальному курсу. Это оказался мусульманский район рядом с мечетью. Я решила сходить туда после заселения. Сейчас будет несколько true cringe stories. Короче, я нашла эту улицу, захожу в первый обменник. Курс 4,2. Это нам не надо. В следующем 4,3. В следующем 4,4. Я захожу еще в один, там курс 4,5. Когда я туда зашла, на кассе был только один сотрудник. Какой-то очень миниатюрный дед. Он сказал, что не примет у меня такую купюру. В этот момент заходит какой-то высоченный дед, и этот маленький дед отправляет меня к нему. Высокий дед говорит, что без проблем поменяю тебе эту купюру. Я решила испытать судьбу и зайти еще в пару обменников, но дальше курс был только ниже. Я возвращаюсь в тот самый обменник. Высокого деда нет. Я подхожу к низкому деду. Он сказал, что купюру в 10 долларов поменяет мне по какому-то другому курсу. Но его математика была мне непонятна, поэтому я достала свой телефон, посчитала на калькуляторе и показала ему. После нескольких попыток он отдает мне мои деньги и говорит: no, sorry. Не соглашается вообще ни в какую. В общем-то, мне не оставалось ничего, кроме как пойти и обменять деньги по курсу 4,4. В общем, делаем выводы сами, ребят. А ты? И что, испугались? Мальчика на самокате. О, потягухи. Эта страна начала раскрываться с удивительных для меня сторон. На обратном пути я решила посетить мечеть, но боялась сделать что-то не так. Я спросила у выходящих женщин, как мне попасть внутрь. Они все спрашивали у меня: «Are you Muslim?» А я кроме имени Муслим ничего в жизни не знала об этом слове. Я им такая говорю: «Нет, я Марина». В процессе диалога через переводчик я обрывисто вижу, что в ее фразе присутствует слово «мусульманин». И тут до меня доходит, что слово «муслим» по-английски переводится как «мусульманин». Господи, я от стыда готова была сквозь землю провалиться. Это просто такая кринжатина. Короче, вегетарианское кафе, которое мое любимое стало, я пошла сегодня, и
не успела. В общем, они, оказывается, до 16 работают, а я пришла уже 8 часов почти вечера. И тут по близости зашла в какой-то китайский рынок и понимаю, что еду я здесь себе не найду. И я купила себе папайю. Еще встретила девочек, говорящих на немецком языке, которых я сегодня видела в другом районе. Wàá lọ kúrò nínú ìlú wa lọ máa gbógbómọ̀ṣọ́. Yarí Fúnkẹ́ máa gbé nìbàdàn. So gbogbo nǹkan yìí wọ́n ti gbàgbé all we shared as sister. В номере было 8 кроватей, соседки часто менялись. Долго со мной жили только 2 девушки из Нигерии, но они почему-то никуда не выходили и постоянно были в хостеле, все время созванивались по видеосвязи со своими бойфрендами. Очередная рубрика демонстрации денег. Короче, вот так выглядят малазийские деньги. Вот эти мелкие купюры тоже сделаны из пластика, наподобие, как во Вьетнаме и в Таиланде. Сори, что снимаю в таком плохом освещении и сральнике, просто я в хостеле на верхней полке. Вечером я решила пройтись по рынку и купить то, что присмотрела еще утром. Я купила эти штаны, это была любовь с первого взгляда. Потом я увидела джинсы, они мне очень понравились, вот так они выглядят. Продавец обещал сделать мне скидку, а когда я рассчитывалась, он предложил мне поужинать вместе. Поскольку друзьями я еще не обзавелась, поэтому я согласилась. Мы с ним часто стали общаться, и он рассказал, что, оказывается, он не продавец, а хозяин этого магазина. Он постоянно работает, несмотря на то, что у него в арсенале 4-5 работников каждый день. Иногда он звал меня поужинать, но освобождался около 12 часов, хотя рынок работает всего лишь до 10 вечера. При мне он открыл еще один магазин с техникой. Это наушники, стекла, чехлы, зарядные устройства, браслеты для смартфонов. Мы ездили в торговый центр техники и электроники. Это огроменный 6- или 7-этажный торговый центр. В оптовом магазине он купил техники, и вот не соврать бы, где-то на 200 тысяч рингит. Это примерно 4 ляма рублей. Также он сказал, что знает 6 языков и когда-то по работе сотрудничал с русскоговорящим челиком. Я второй раз пришла в это же вегетарианское кафе. Сегодня пробую новое. Сегодня стоит дороже, 12 рингит. Я решила наконец-то сходить до башен Петронас. На тот момент я размещала пост о поиске компании в тематических малазийских чатах для русскоговорящих. Мне составил компанию парень из Москвы, кажется, его зовут Александр. Он планировал ехать из Куала-Лумпура на автобусе в Сингапур. Поэтому мы только успели дойти до башен, и ему нужно было возвращаться. Пошел сильный ливень, я подождала на первом этаже башен. В самих башнях продается тяжелый люкс. От башен я пошла на набережную, которая называется River of Life. Я пришла еще на одну достопримечательность, называется River of Life. Так вот тут все выглядит. Ривер, конечно, вот прям так себе. А здание прикольное. Я очень устала от жары, и силы уже были на исходе. Я проходила мимо одного отеля с автоматическими дверями. Оттуда кто-то выходил как раз, когда я шла мимо. Из помещения начал поступать прохладный свежий воздух. Я остановилась и кайфовала. Позже я увидела, как сотрудник за стеклом улыбается мне и показывает, типа, жарко, да, я понимаю. Далее я шла мимо другого отеля и вспомнила, что в каждом отеле есть кулеры. Я зашла туда и спросила у сотрудника, можно ли мне набрать у них воды. Он сказал мне, что кулера нет, но указал мне на стопку бутилированной воды и дал мне одну бутылочку. Боже, как это приятно, честное слово. Простая человеческая доброта, немного заботы, и ты просто сияешь, настроение на весь день. С другой стороны реки вот такое здание находится. Как бы в индийском стиле, и как бы сразу нет, не в индийском.
Я вот что-то говорю, думаю, может мне вообще заткнуться? Вот вы как думаете? Просто видео снимать, ничего не говорить? Арахис, фундук. Вот это не знаю, что такое. Кешью. Ну, миндаль. Орехи тоже дорогие. У меня вот вопрос. Где-то вообще есть дешевые орехи? Они везде такие дорогие. Это что за орех? Короче, это свечной орех, как-то он еще называется. И я уже хотела купить его, но потом прочитала, что его можно есть только приготовленным сырым, можно отравиться. Разочарование дня. Я пришла в кафе мороженое, где делают мороженое из дуриана, и заказала такой стаканчик, и мне дали вот такие монетки, чтобы сыграть вот в эту штуку. Забыла, как она называется. Ну, короче, можно еще выиграть игруху. На новом месте мне все же пришлось купить замочек и переходник, потому что способ из интернета не работал на ресепшене, а в номере у меня не было ничего подходящего, что можно было бы запихнуть в третий отдел в розетку. Замок я нашла почти сразу, а вот переходник пришлось поискать. Я зашла в гипермаркет, и, как я уже говорила, работают там только парни. Они просто всей толпой начали искать переходник и спрашивать друг у друга. Так сильно хотели мне помочь. Несмотря на то, что Малайзия мне очень нравилась, но только в этой стране со мной случались различные оказии, от которых у меня был лютый стресс. Здесь, например, я на стрессе из-за отмены рейса. Плачу после разговора с мамой. Мы опять не поняли друг друга, и вот я в слезах зачем-то записываю себя на видео. Ну, раз записала, значит, смотрите. Кстати, ребята, уже второй раз замечаю, что трубочки здесь сделаны из бумаги, а не из пластика. Так выглядит мой ужин сегодня. Работают здесь в основном мужчины. Весь обслуживающий персонал, официанты, кассиры, продавцы, на ресепшене тоже в основном всегда работают мужчины. Женщин за работой я встречала тоже, но это скорее в виде исключения. На рынках было примерно 2-3 продавщицы. Также я видела у метро девушка продавала кофе и какие-то сладости. Один раз я видела женщину-продавца в местном супермаркете. Это место захотела пойти. Сказали, нужно снять обувь. Дали мне вот такой номерок. Заставили разуться. Все, сейчас пойду внутрь. Сначала мне показалось, что Малайзия это лухари страна, но потом оказалось, что цены, в принципе, не на все такие высокие, а на сегодняшний день так и вообще не особо отличается от цен в РФ. Да, кое-что было прям очень дорогое, на мой взгляд. Мне нужно было купить чемодан, и он стоил 3500 рублей. Мне казалось, что это очень дорого. Но когда я начала искать его на российских маркетплейсах, я поняла, что они столько и стоят, просто я никогда их раньше не покупала. Разумеется, в Малайзии те же самые чемоданы с рынка я видела в торговых центрах, и стоимость у них была примерно 2 или 3 раза дороже, чем на рынке. Ребят, сначала Клоп, теперь рыжий котик за мной идет. И просто сфотографировала его, даже не гладила. Как же много тут всяких вот таких штук. Корень лотоса, вот это что такое вообще? Это вот все, вот это вот. Я сегодня снова пришла в индийский район, туда, где я кушала первый раз, в первый день заезда. Решила сходить за сладостями, потому что в Чайнатауне никаких нету. И решила взять себе ледок попробовать, потому что я знаю, что индийские ледошки типа вкусные, но я все время отказывала себе, сегодня решила вот такой взять. Он какой. Блин, я заказала самую дешманскую лепеху, хотела давно попробовать.
А потом заказала какое-то что-то сладкое. Вот они мне принесли ту же самую лепеху, но соусы, главное, острые. Ну, вернее, не острые, но они не сладкие. А лепеха внутри сладкая. Как это есть? Картинок нету, поэтому пришлось на бум заказывать. Здесь вы можете увидеть меню в кафе. Я, оказывается, все это время ходила мимо башен. Вот они. Ходила и с рюкзаком, и так, и ни разу их отсюда не замечала. Оказалось, что я нахожусь в центре Куала-Лумпура и известной башни Петронас. Они находятся примерно в 20 минутах ходьбы от моего хостела. В Малайзии тоже есть трущобы. Вот ребятки вот тут сушат одежду и живут вот здесь под мостом. Благо, хотя бы им не холодно. На следующий день я поехал на Бату Кейвс. Короче, спорим пополам, поняла, как мне доехать до Бату Кейвс. Во многих поездах битые стекла. Я спросила у местных, они сказали, что дети, когда играют на улице, они бросают камни в стекла, и поэтому очень многие поезда ездят с битыми стеклами. Вон туда мне сейчас предстоит подняться. Обезьяна, есть обезьяна. Ко мне подходило очень много туристов, и все они просили сфотографироваться со мной. Обещали скинуть мне фотографии, но в итоге ни один не отправил. Хотела забрать мой пакет, но все равно нет ничего съедобного. Обезьянам очень хотелось забрать мой пакет. Позже сестра сказала мне, что их привлекает именно шуршание пакета. Все, я уже поднялась, уже все посмотрела. Сейчас буду спускаться вот туда. Еще одна интересная история. Я посмотрела пещеру в самом верху и уже спускалась по лестнице. Навстречу мне шли темнокожая молодая пара, и с ними шел светлокожий парень. Когда мы примерно сравнялись, ко мне подбежала обезьяна и стала отбирать мой пакет. Мне удалось вырвать пакет из ее лап, и тот светлокожий парень сказал мне «Be careful». Я на несколько мгновений пыталась поймать связь с космосом и вспомнить, что это означает. Я сказала ему окей, и мы разошлись. На обратном пути, уже внизу, хочу сказать, что я спускалась очень медленно, потому что снимала все вокруг. Эти ребята догнали меня, и этот светлокожий парень сказал мне «Классные штаны!». Мне стало так смешно и одновременно тепло на душе. Дай лапку. Ой, молодец какой, дай еще. Дай лапку еще. Окей. Дай ручку. Дай ручку. Ручку дай. Ну дай ручку. Давай. Хоть можно и трубочкой отколоть. Нет, трубочка она не умеет. Она не настолько образованная. Все, устала? Да. Ну-ка. Может быть, невкусно. Не Может, понравилось. это ищет другое. Рассказываю про метро. Короче, вы покупаете такой тикет,
Здесь есть QR-код. Чтобы зайти в метро, вам нужно будет отсканировать этот QR-код. Вы храните этот листочек все это время поездки, и когда вам нужно выйти, вы тоже прикладываете QR-код на сканер. Короче, билетик нужно хранить всю дорогу. Что ж, пожив здесь несколько дней, я сделала вывод, что мне очень понравился Куала-Лумпур. Не знаю, как вся Малайзия, потому что я знаю, что здесь есть еще какие-то красивые острова, либо пляжи. Ну, не знаю, получится у меня куда-нибудь съездить или нет, но в целом, когда еще начинаешь немножечко разбираться в инфраструктуре, короче, я сегодня немножечко с ошибочкой, но проехалась на метро. И мне понравилось. Прикольно, когда ты такой уже немножечко считаешь себя частью этого большого города. Что-то понимаешь здесь. Короче, кайфануло. Когда я вернулась в Бату Кейвс, ко мне подошел парень на улице с пленочным фотоаппаратом и попросил сделать мне фотографию. После этого мы пообщались, выяснили, что мы оба фотографы, и договорились встретиться позже и пофотографировать друг друга. Кстати, фотографии можно посмотреть в моем аккаунте в запрещенной соцсети, ссылочку я оставлю в описании. В Куала-Лумпуре очень много туристов, и все они очень колоритные. Ну, кстати, колоритны не только туристы, но и местные жители. В кафе, по всей видимости, показывают какой-то малазийский фильм. Я пришла в какой-то большой супермаркет, вернее гипермаркет. Здесь рядом с своим хостелом. Тут тоже продают фрукты, овощи, всякие чипсики. Вот распродажа. Можно, например, купить такую упаковку больших бананов всего за 2,8 рингит. Это потом скажу, сколько это. Здесь тоже. Вот, кстати, с имбирем что-то непонятное. Ну, как будто только что выкупан, хотя написано «All». Среди населения я для себя выделила индусов, китайцев и малайцев. Я, наверное, никогда не видела такого большого разнообразия людей в одной местности. Они все такие разные, такие прекрасные. Когда я на второй день шла после осмотра хостела, мне навстречу шел парень как будто с модного показа. У него были черные мелкие кудри в небольшом хвостике, очки, как у копов, усы и бакенбарды. Он был одет в джинсовку, в расклешенные джинсы, и на ногах у него были кожаные туфли. У меня в голове ассоциативно всплыла картинка с Элвисом Пресли. Ну что за мачо-мен? Я просто замерла и уставилась на него. Он приподнял очки и подмигнул мне. Я просто зависла. Я еще никогда ранее вживую не видела более гармоничного человека со здоровой уверенностью в себе. Все, ты домой пошла? Тут вот куча магазинов, посвященных дуриану. Все из дуриана: печенье, конфеты, какие-то леденцы. Короче, их очень много везде. И везде это дуриан. Примерно 60% малайзийцев мусульмане. Но ислам здесь мягкий и прогрессивный. Он отличается от классического. Девушки здесь ходят в платках, но они также спокойно могут ходить по улицам в обнимку со своими парнями. И это я сейчас говорю о подростках. Также я видела, что они курят вейпы, но вам я это делать не рекомендую. В одном из популярных кафе по телевизору показывали видеоролики местных блогерш, которые рекламировали это самое кафе у себя на ютубе. В общем, выводы делайте сами. Национальным языком Малайзии является малайский, вторым официальным языком является английский. Я запомнила одно малайское слово «келуа». Оно означает «выход». Спасибо указателям в общественных местах. Сейчас будет инфа про местных мужиков. Как я уже говорила, люди здесь очень разнообразны, но так сказать,
сказать, простые, типичные среднестатистические работяги ничем не отличаются друг от друга. Они в основном одеваются в облегающие джинсы и вот эта футболка с воротником, кажется, поло называется. Носят туфли из кожи. На рынке их очень много. И поскольку выход из хостела у меня был напрямик через рынок, то стоило мне выйти, как увидев меня, они каждый раз здоровались и звали меня купить их безделушки. Кроме одежды там продавались часы, парфюм, бижутерия, разные безделушки. Чел, точка которого находилась прямо на выходе, мог за день раз по 5, по 7 поздороваться со мной и позвать меня к себе что-то купить. Потому что я просто миллион раз ходила туда-сюда, из хостела и обратно. Многие мужчины, которые знакомились со мной, примерно после получаса или часа общения предлагали мне арендовать отель на одни сутки и приглашали меня отдохнуть туда вместе с ними. Некоторые аргументировали это невозможной жарой, а некоторые просто напрямую мне говорили, что вот хотели бы там развлечься со мной. Когда я покупала билет в Малайзию, я, естественно, задавала вопросы в тематических чатах, безопасно ли путешествовать туда девушке одной. И многие девушки писали, что такие случаи достаточно распространены. Но сразу хочу сказать, что в своих предложениях малазийцы были не настойчивы. Получив отказ, они практически сразу уходили в закат. Развлекуха развлекухами, помолиться по расписанию. Напоследок решила ни в чем себе не отказывать. Хожу, по кафешкам питаюсь, фруктики еще беру. Папайя у меня. Вот, в общем-то, пробую. Хочу наиболее разнообразить еду, которую я попробую здесь. На районе я обошла практически все вегетарианские кафешки и приметила одну. Кафе было не только для вегетарианцев, но у них было отдельное вегетарианское меню. Это была в основном индийская еда. Я ходила туда каждый день по 2 раза и стала просто фанаткой индийской кухни. Я сфотографировала для вас меню. Можете посмотреть. В основном я покупала лепешки с различными соусами. Внешне они напоминали очень большие блины, очень вкусные. Все сотрудники были очень дружелюбными, и перед отъездом я попросила самого колоритного из них попозировать мне для фотографий на память. Что-то я не понимаю, видимо, в этой жизни. Попросила лепешку с кокосом. Думала, что она сладкая. Лепешка действительно кокосовая, но соусы все соленые. И уже 2-й раз такое попадается. Смотрите, какие есть чипсы и снеки. Вот, например, вместо картофельного крахмала здесь горох, морковка, кешью. Или что это? Вроде кешью. Может и нет, кстати. И вот типа такие снеки. Здесь еще арахис. Я, конечно, такое покупать не буду, но бобы. Но прикольно на самом деле. Чтобы не есть крахмал, а вот засушенные кусочки овощей. Как я читала, страна довольно богатая и все у нее хорошо. Город почти весь закатан в асфальт, он очень удобный и сервис на высшем уровне. Пожив здесь неделю, мне совсем не хотелось улетать домой. Из минусов могу отметить, что рядом нет большой воды, чтобы искупаться в море, нужно куда-то подальше ехать от города. Я не стала рисковать и ехать куда-то одна, да и в целом мне в городе было интересно и было чем заняться. На всякий случай сообщаю, что для иностранных граждан получить гражданство в Малайзии невозможно никаким образом. В Малайзии на каждом шагу магазины сети КК, Пики, КК. Они похожи на 7-Eleven. Я не знаю, что появилось раньше, но ощущение, как будто бы КК слезали с 7-Eleven. 7-Eleven также распространены в Куала-Лумпуре. Я также наблюдала за местными мусульманскими девушками. Одна из них жила со мной в хостеле. Они такие милые и смешные. Они все какие-то шебутные, очень неуклюжие. У них постоянно все валится из рук. И они начинают ворчать и как-то оправдываться. И это все выглядит очень милым и забавным.
Я постоянно с них умилялась. В последний день ко мне в номер в хостеле заселилась девушка из Индии, Винни. Мы познакомились, и она рассказала, что она переехала жить и работать в Австралию, а сюда приехала в отпуск. Также она рассказала, что отдыхала на Бали с русской девушкой, и та научила ее некоторым русским словам. Винни достала блокнот, где были записаны эти слова, и начала перечислять. Пол, потолок, привет, что-то еще. В общем, мы подружились и последний вечер провели, гуляя вместе. Что ж, я хотела сохранить интригу до конца, но я думаю, что вы уже догадались, какая страна мне понравилась больше всего. Конечно же, это Малайзия. Я просто влюбилась в Куала-Лумпур, его жителей и туристов. Столько приятного общения, внимания. Все такие добрые и дружелюбные. Малайзия просто one love. Я бы хотела вернуться туда снова. Just Malaysia is my favorite country. Напишите в комментариях, а вам про какую страну было интереснее всего смотреть? Хотите узнать, как я в итоге добиралась домой? Я купила билет до Ташкента. Небольшой тизер к Ташкенту. Я не хочу обобщать и делать выводы об Узбекистане в целом, но как только я прилетела и зашла в аэропорт, я практически сразу услышала, как где-то кто-то срется, выражает недовольство, предъявляет претензии и гневается. Меня такое общение сразу повергло в шок, потому что я была изолирована от этого почти целый месяц. А к хорошему, как вы знаете, быстро привыкаешь. Короче, первое – это сервис в аэропорту. Вы не сможете подключиться к местному Wi-Fi без местной симки. К счастью, мне со второго раза удалось уговорить продавца сим-карт подключить мой телефон к Wi-Fi через его номер телефона. За это ему, конечно, отдельная большая благодарность. У меня был долгий перелет. Ожидание в аэропорту 7 часов и далее снова перелет. Я уже была дезориентирована во времени, и мне хотелось поспать и отдохнуть. Я пошла к сотруднице аэропорта и спросила, есть ли у них комнаты отдыха. На что она мне ответила, что она не знает, и кто знает, тоже не знает. В справочном ларьке мне ответили, что комнат отдыха у них нет. Мне нужно было зарядить телефон. Я подошла к зарядному терминалу, выглядит он примерно так, но вместо розеток из него торчали провода. Ни один из них не работал, потому что, внимание, да, я решила проверить, включен ли он в розетку. Оборванный провод просто лежал на полу. Я поднялась на второй этаж в зал ожидания. Там было несколько розеток по периметру, но все они были на высоте примерно 20 сантиметров от пола. Очень удобно. И возле них тут же на полу сидели мужики в темной одежде. Выглядело это, как будто я нахожусь не в аэропорту, а где-то на деревенской тусовке в 90-е. Я заняла всеми любимое металлическое кресло в сеточку. К счастью, за ним оказалась розетка. Рядом со мной сидел какой-то мужчина в возрасте. Он решил скоротать время за разговором. Первым делом он сказал: смотри, какой классный аэропорт построили. Ну да. В общем, он угостил меня орешками и шоколадкой. Сказал, чтобы прилетала в гости в Ташкент. Из Ташкента у меня был перелет в Красноярск. Оля, тебе привет. Из Красноярска я уже до дома добиралась на поезде. Наконец-то настало время подвести итоги по расходам. За 9 дней в Малайзии я потратила 895 рингит. Это 17 900 рублей или 2000 рублей в день. Я обменяла оставшиеся копейки обратно в доллары на случай, если бы мне понадобились деньги в Ташкенте. Но они не понадобились. Что ж, ребят, теперь время подвести итоги полностью за всю поездку. Я потратила 46 тысяч рублей на житье-бытие и 94 тысячи рублей на билеты. Это с учетом возврата и того, что с Красноярска до дома я добиралась на поезде за баллы РЖД. Если бы меня не кинула авиакомпания «Уральские авиалинии», то расходы на дорогу составили бы 54 тысячи рублей. За 4 перелета я считаю, это вполне бюджетная стоимость. Итого, из-за уральских авиалиний я потеряла 40 тысяч рублей и желание когда-либо еще пользоваться их услугами. Ребят, все фоточки вы можете посмотреть у меня в Инстаграм. Подписывайтесь, пишите комментарии. Надеюсь, что это не последнее мое видео из путешествий. Ребят, я сейчас коплю на стабилизатор для своей новой камеры и на новое путешествие. Поэтому, если вы хотите дать мне денег, пожалуйста, не стесняйтесь. Тем более, у меня скоро день рождения. Реквизиты для донатов я оставлю в описании к этому видео. Я желаю вам безграничного счастья и всеобъемлющей любви. Всех обнимаю, всем пока!